Рада приветствовать всех зрителей моего канала Штрих Глюк. Это канал о вязании и узорах. Сегодня хочу показать вам еще один универсальный узор, для которого понадобятся нити двух цветов, чтобы полотно выглядело более контрастным. В готовом изделии этот узор напоминает немножко твидовое переплетение. А вообще берете пряжу, которая у вас есть. Желательно, чтобы она была двухцветная и одной толщины. И подбираете тунисский крючок. Раппорт сегодняшнего узорчика равен 2 петелькам. Для образца я наберу 13 раппортов, плюс 2 кромочные и плюс 2 петли для симметрии узора. Вы набираете столько, сколько вам удобно. Итак, начинаем. Как обычно, нужно набрать первую петлю. Провязав первую петельку, дальше начинаем набирать цепочку из воздушных петелек. Цепочку можно набирать обычным способом или с помощью дополнительной нити. Ссылку я оставлю в описании на это видео, которое есть у меня на канале. Итак, набираем дальше самостоятельно цепочку. Итак, цепочка готова. Сейчас начинаем вязать установочный ряд обычным тунисским вязанием. Для этого продеваем крючок во вторую петельку воздушной цепочки. Продели, протянули нитку и оставили ее на крючке. Следующую петельку цепочки продели, нитку вытянули на крючок. Продолжаем дальше продевать нашу цепочку и вытягивать нитку. Шагаем по одной петельке до конца ряда. У нас на нашем крючке должно оказаться столько петелек, сколько мы набрали петель в цепочке. Остальные петли до конца ряда набираем самостоятельно. Встречаемся в конце ряда. Итак, набрала я столько петель, сколько я набрала в цепочке. Теперь эти петли нужно закрыть. Закрываем по 2 петельки. Выдерживаем натяжение нити, чтобы наше полотно получилось равномерным. Провязывая петельку за петелькой, двигаемся к концу ряда. Вот что у нас должно получиться. Итак, а дальше закрываем петли самостоятельно. Встречаемся в конце ряда. Я дошла до конца ряда. Обязательно нужно провязать, не забыть одну кромочную петельку. И вот какая красота у нас получилась. Сейчас начинаем вязать первый ряд нашего основного узора. Итак, внимательно. Первую петлю провязали за переднюю половинку петельки. Следующую петлю продели крючок сквозь полотно. Третью петельку опять провязали за переднюю половинку. И эти 2 петельки провязали вместе в первую петельку. Это был наш раппорт. Дальше опять набрали петельку, провязали сквозь полотно. Следующую петельку опять провязали за переднюю половинку. И эти 2 последние петельки продеваем сквозь первую петельку. Так продолжаем двигаться до конца ряда. Если работаем с 2 нитями, то добавляем нить другого цвета. Для этого провязываем первую петельку, чтобы можно было закрепить вторую нить, и провязываем ее в кромочную петельку. Так она у нас не распустится и будет хорошо зафиксирована. Дальше начинаем закрывать наш ряд нитью другого цвета по одной петельке. Не торопясь, не затягивая полотно,
закрываем по одной петельке до конца ряда. Вот что должно получиться. Я провяжу еще несколько петелек, а дальше до конца ряда попробуйте связать самостоятельно. Это все очень просто, ничего сложного. У вас все получится. Вот оставшиеся петельки вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Довязала я до конца ряда. И обязательно не забываем кромочную. Итак, первый установочный ряд у нас был связан, а это первый ряд нашего узора. Вот что должно получиться. Теперь следующий ряд мы вяжем. Опять провязываем первую петельку, вторую петельку, третью петельку продеваем, вот смотрите как на видео, и четвертую петельку. Теперь 3 петельки, 2 из них продеваем через третью, а та, которая четвертая, она осталась не провязанной. Это нужно для того, чтобы сместить узор, потому что он вяжется в шахматном порядке. А дальше продолжаем вязать наш раппорт так же, как и вязали предыдущий ряд. Провяжу еще несколько раппортов, а дальше будете вязать самостоятельно до конца ряда. Вот я уже начинаю закрывать этот ряд. Вы делаете точно так же. Закрываем ряд аналогично предыдущему ряду. Ничего нового, раппорт все время повторяется. Продолжаете шагать по одной петельке, контролируйте себя, чтобы ничего не пропустить. И получаете в результате вот такой красивый равномерный ряд, как у меня. Довязываете ряд зеленой нитью. Следующий ряд вяжете зеленой нитью и возвращаетесь розовой нитью. Сейчас я обращаю внимание на то, что ряд, который вяжется розовой нитью, опять будет со смещением. Поэтому провязываем вот первую петельку, вторую петельку, третью петельку и четвертую петельку. Теперь 2 петли провязываем в третью петлю, а четвертая остается не провязанная. Так мы смещаем наш рисунок. А дальше повторяем раппорт, как обычно. То есть провязали 3 петельки, 2 потом из них провязали в третью. И так продолжаем вязать, выдерживая раппорт до конца ряда. Все очень просто, главное быть внимательным и не сбиться. Поэтому для этого узора, особенно если вы новичок, лучше взять нити разного цвета. Продолжаем дальше вязать до конца ряда самостоятельно. В конце ряда не забываем провязать кромочную петлю. Вот я набрала уже последний раппорт. И дальше будет у нас кромочная петля. Вот она зелененькая. Провязали ее. И вот что получилось. Далее закрываем петли все, которые мы набрали, нитью противоположного цвета. Закрываем по одной петельке. Если мое видео оказалось вам полезным, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с интересными узорами, которые я планирую
в дальнейшем снять. Вот что у нас получается. Уже очень хорошо просматривается узор. Оставшиеся петли ряда попробуйте провязать самостоятельно. Вот ряд практически готов. Очень хорошо виден узор. И далее нужно этот образец увеличить, чтобы можно было посчитать плотность. Следующие ряды провязываем самостоятельно. Вот какой образец у меня получился. Сейчас получше его рассмотрим. Достаточно рельефный. Кромочная аккуратная, правая, левая. Вот переплетение двух нитей. Низ, который мы набирали обычной цепочкой. Изнанка аккуратная, тоже видно. Немного тянется в длину, а в ширину он более стабильный. Хорошо держит форму. А сейчас возьмем сантиметр и посчитаем наши ряды, чтобы можно было определить плотность. В каждом тунисском ряду 2 обычных ряда. Итак, у нас получается 28 рядов. Теперь посчитаем, сколько у нас петель получилось в 10 сантиметрах. 8 раппортов, в каждом раппорте 2 петли. Итак, в прямоугольнике 10 на 10 сантиметров поместилось у нас 28 рядов и 16 петель по ширине. Сейчас вы уже можете самостоятельно посчитать, сколько у вас получилось петель в ширину и рядов в высоту. Исходя из этих цифр, можете уже рассчитывать необходимое количество петель для вашего изделия. Желаю всем удачных, красивых изделий, приятного вязания, хорошего настроения.